We go into, this year we've been into just under 100 high schools all across the world, from New Zealand right the way back to the UK. В течение этого года мы были в более чем 100 школах по всему миру. And this kind of acoustic music is very different to what we actually do. Was there anybody there last night? Этот вот акустический вариант, который вы слышали, это просто такая вершина айсберга той музыки, которую мы по-настоящему делали. Кто-нибудь вчера вечером был на концерте? Yeah, so you know that our stuff is just party Да, вы music, знаете, right? что у нас просто музыка такая качает по полной. So I just added a little bit. I just had the sound of that he had yesterday. Okay, cool, man. And the reason we do the music is because music is a universal language that can connect with young people. Причина, по которой мы делаем музыку и постоянно поем, это потому что музыка соединяет нас с молодым поколением. Это международный язык. When you're walking down the street and you see the little white headphones in their ears, they're listening. It's getting into their Когда вы brains, идете into по their улице, hearts. вы видите очень много молодежи, которая идет с наушниками в своих ушах, они слушают музыку. So when we go into high schools, young people are sat on the front row like that. И когда мы приходим в школы, молодые люди становятся на первом ряду и смотрят нас так. By the end of the lesson, they're up bouncing, jumping about and partying. Ну мы еще, да, качаем и танцуем, как будто у нас там вечеринка, когда мы It's приходим в almost like школу. they have a Damascus Road experience like Paul did, where the scales fall off their eyes. What is that? A Damascus Road experience, a little bit like Это Paul в did. каком-то смысле похоже на опыт, который был у Павла, когда он шел на пути в Дамаск, когда он полностью ослеп. Люди такие, Because when you couple the music with the amazing news of Jesus, you get this powerful force that can transform lives. Потому что когда вы соединяете такую очень классную, качественную музыку с спасительной вестью об Иисусе Христе, у вас получается обалденное влияние на молодое поколение. We did 4 days in school in a city in England, and we invited them all to a warehouse just like this. И мы недавно проводили такую небольшую конференцию, мы пригласили громадное количество подростков, мы арендовали громадное помещение, которое было полностью забито молодежью. 700 young people turned up to the show. Несколько сотен молодых людей пришли тогда на шоу, которое мы делали. We did a preach and an altar call and said, if you want to get Jesus in the driving seat of your life, come pray with me, and then we'll go into another room. И в конце нашего шоу мы проповедовали, говорили, если вы хотите, чтобы Иисус Христос стал двигателем вашей жизни, выходите сюда на сцену, и мы будем молиться за вас. We prayed the prayer, and I asked them to move into the back room, and over 690 young people went into that room. Мы помолились вот этой вот молитвой, я сказал, все, кто хочет помолиться, отойдите в обратную сторону. Около 700 человек в тот день приняло Иисуса Христа. It was almost every single young person wanted Jesus in the driving seat of their life. Почти каждый молодой человек, который был там, они хотели, чтобы Иисус Христос стал двигателем, самым главным мотиватором в их жизни. I looked back into the hall where we were, and there was a few kids left, and I said, why are you still here? They said, we're the youth group from the church. Когда вот я back in that hall, brother, yeah. I looked back in the hall that we did the concert, and there was a few kids there, and I said, why are you still here? And they said, because we're the youth group. Окей, когда мы закончили, получается, уже этот весь концерт, несколько молодых людей осталось в этом зале. Я спросила, что вы еще здесь делаете? Они сказали, мы часть просто молодежной команды, которая помогала организовывать все. So literally every person that didn't know Jesus when they walked in, walked out knowing that there was a God that loved them for being them. Да, они просто были на самом деле восхищены тем, что каждый человек, который пришел тогда на этот концерт, они услышали спасительную весть об Иисусе Христе, и они ушли обратно, зная, что Бог знает их теперь и любит их. There's an international statistic that says this. Есть одна такая международная статистика, которая говорит следующие вещи. If both of your parents are Christians, you have a 60% chance of becoming a Christian. Если оба ваших родителя являются христианами, у тебя есть 60% вероятность того, что ты, скорее всего, станешь тоже христианином, если ты являешься их сыном или дочкой. If one of your parents is a Christian, you have a 6% chance of ever Если knowing только Jesus. один ваш родитель является христианином, тогда у вас есть всего лишь 6% вероятности, что вы станете христианином. If neither of your parents know Jesus, you have a 0.6% chance of Если ever knowing никто из Jesus. ваших родителей не является христианином, у вас есть всего лишь меньше, чем 1% вероятности, что вы станете следовать за Иисусом And the Христом. crazy thing is that is 90% of the young people that we see. That is 90% of the young people that we get in front of. И вот это вот 90% таких людей, которых мы встречаем, 90% людей, родители которых не знают Иисуса Христа, они следуют за Ним. So coming to City of Lights and coming to the festival is exactly what we love to do. И поэтому приезжать на такие фестивали, это вот то, что мы больше всего любим делать в нашей жизни. Which is why we'll always come back. So thank you for having И us. это одна из причин, по которой мы хотим как раз таки опять и опять возвращаться в этот город. But let me just share this one story. We saw a girl in school, and she started to cry when I said that life is like a roller coaster. Sometimes the roller coaster breaks.
И позвольте мне рассказать небольшую одну историю. Однажды я встретил в одной из школ одной девушки, и она сказала, что моя жизнь похожа на американские горки. И иногда вот моя кабинка, она просто такое ощущение ломается, не может And when the ехать. roller coaster's broken in life and you're hanging upside down, the secret to life is to never give up. Just keep breathing. И даже когда твоя уже кабинка, она повисла прямо над самым обрывом, и уже, кажется, нету никакой надежды, ты должен продолжать дышать, и ты должен продолжать верить, что есть надежда. This young girl on the left-hand side of the room, she's dressed all in black with bright red hair, starts to cry. И вот эта девушка, которая была тогда в зале, пришла на эту конференцию, она была одета во все черное полностью, и когда она слышала вот эти слова, она начала плакать прямо во время собрания. So I walk over and said, "Are you okay?" I thought she hated the music. Я подошел к ней и спросил, вообще у тебя все нормально в жизни? Потому что ему показалось, что она просто ненавидела музыку, которую она только что слышала. So I gave her a free ticket to the show. She comes down to the show. There's 3,000 young people there. Я дал ей бесплатный билет, она приехала вместе со мной на шоу. 3000 человек в тот день посетило вот это шоу. She's 100 feet from the stage and she's just stood looking at the stage like that. И она была буквально на протяжении где-то метров 100 от сцены, может метров даже 50. И она просто такая, как вкопанная, смотрела на то, что происходило на сцене. All the boys in New Zealand are big boys and they're just jumping around like, yeah! Все ребята в Новой Зеландии, они такие гигантские здоровые мужики, они прыгали, орали, такие «Ва!» И она вокруг стояла, у них такая вкопанная. And she's just stood straight looking at me at the stage. I'm going, come on, come on. She's like that. И я постоянно пытался говорить, давай, начинает двигаться. Она такая, нет. I said, life is like a roller coaster. The secret to life is never give up. Tomorrow holds the answers to today's problems, and that tomorrow is Jesus Christ. Oh, that was a long sentence, brother. Sorry. Tomorrow, I said the roller coaster thing again. Да, я сказал, что жизнь похожа на американские горки Е5. And I said the answer to not jumping off is Jesus Christ. И ответ является не то, чтобы просто спрыгивать с дистанции, сходить с дистанции. She starts Правильный ответ является Иисус Христос на твои проблемы в жизни. Она начала плакать в этот момент. She starts to cry. Она начала плакать. She cried so hard, she made a mascara beard around her face, makeup beard. Ага. И она настолько сильно плакала, что полностью весь ее мейкап, весь ее макияж потек полностью. У нее здесь такое ощущение было, все в черном. So I said to security, can you go and get the girl with red hair, please? Bring her to stage. Я попросил охраны, вы можете эту девушку, которая находится там, плачет, взять, привести ее сейчас сюда к сцене. She comes to the side of stage. I come off stage. Она подошла к сцене с обратной стороны, я подошел к ней. And I'm sweating like I normally am, and I'm like, are you okay? И я вообще потный, как обычно бываю во время этого концерта. Я спрашиваю, слушай, у тебя все в порядке? She says, no, you messed it up. Нет, не все в порядке. Ты вообще все полностью закосячил. What do you mean I messed it up? Что ты имеешь в виду? Я все She закосячил, said, все you испортил. came in my school this week, and I went home after school. Ты приехал в нашу школу на этой неделе, и после того, когда ты побывал на этом концерте, я пошла обратно домой. You turned the music up in school, and something hit me like a train. Ты выключил тогда музыку, концерт весь закончил, но что-то так сильно ударило меня внутрь, как будто поезд вошел в меня. You told me to never give up. Ты сказал мне никогда не сдаваться. I looked in my journal, in my diary, and I'd set a date to jump off the roller coaster of life. Я посмотрела в свой дневник, который я постоянно веду, и я зашла там заметки и записи, когда я хотела сойти с дистанции и сдаться. I said, when was that? She said, tonight after the show. Но потом я, в тот день, когда я услышала твое послание, в тот день я приняла решение никогда не сдаваться. She said, I find it so hard. I felt so much pain on the inside that I cut on the outside. Это настолько был тяжелый день для меня, что я даже захотела сделать такую небольшую насечку себе на коже, лезвие, чтобы напоминать себе об этом дне, трудностях этого дня. Because I'm the new kid in school, so people bully me for being different. Потому что у меня очень много трудностей было в школе. Я новая девочка, которая пришла с совершенно другой школы. И много детей меня дразнят, постоянно пристают ко мне, смеются надо мной. She puts her hand in her pocket. She takes out 160 pills. Она засунула свою руку в карман, достала оттуда и высунула оттуда 160 разных таблеток. Takes out 2 razor blades that she'd been cutting with. She took a pill, sorry. Razor blades. Blades. Yeah, but what can you say the whole sentence? Sorry, I didn't catch She took out 2 razor blades. Ага, So 160 pills and 2 razor blades. окей, sorry, yeah. Она достала, получается, у нее там было 160 таблеток разных, которые в кармане лежало, и 2 лезвия, которые острых, опасных лезвия. She takes out 2 suicide notes, one for her mum and one for her dad. Это вот таких было 2 послания смерти. Одно послание смерти для ее мамы в виде таблеток, и другое послание в виде лезвия для его отца. She rolls everything up in these 2 suicide notes and she hands them out and she says, "You've told me that I have a hope and a future and a destiny, so I'm not jumping off the roller coaster of life."
She puts it in my hand. Ага, и когда вот у нее было уже послание, которое она написала для своей матери, для своего отца, что она готова расстаться с жизнью. Но когда она пришла на этот концерт, она услышала послание, что есть надежда, есть жизнь, есть возможность все изменить. И она отдала ему в руки вот эти таблетки и 2 лезвия, которые у нее было в кармане. She sent me an email 3 months later. She said, I still find it hard. I'm going into therapy. И 3 месяца спустя она написала мне имейл и говорит, что я по-прежнему страдаю, мне по-прежнему тяжело в жизни. Я хожу к терапевту, к психотерапевту, который помогает мне. But I've taken myself to church and I know that there's a God that loves me for being me. Но я начала ходить в церковь, и я знаю, что есть Бог, который любит меня такой, какой я есть. This was 3 years ago. Это было 3 года назад произошло это событие. In May this year, we went back to New Zealand. В мае этого года мы полетели обратно в Новую Зеландию с концертом. We walk into school and there's this blonde-haired girl with very pretty blue eyes and a Nirvana t-shirt on. Ага, и мы приехали опять же в эту школу, и была такая прекрасная, красивая блондинка, у нее были голубые глаза и такая майка с надписью Nirvana. I was wearing the same t-shirt and she came over and she said, "Do you remember me?" У меня была такая же майка, как у нее, Nirvana, и я подошел к ней и спросил, ты помнишь меня? I said, no, I don't remember you. Не, я не помню тебя, кто ты такая? She said, the girl with red hair. Ты помнишь, я была девушка, которая такая с рыжими крашенными I волосами. said, no. She said, my name's Не может быть. Caitlin. You saved my life. Моя жизнь радикально изменилась. Ты спас меня в тот день своим посланием. I said, I didn't save your life. Jesus saved your life. Я сказал, я не спасал твою жизнь. Иисус Христос спас She твою said, жизнь. 3 years on, I'm now looking after the young guys that are in the same position as me in school. И она сказала, 3 года спустя, вот уже прошло, я сейчас помогаю таким же людям, какой я была когда-то. Люди, которые хотят покончить жизнь самоубийством. Я помогаю им. I'm now a mentor and helping people that cut. Теперь я вот такой являюсь ментором, наставником для тех людей, которые постоянно делают такие насечки на своих руках лезвием, которые хотят покончить жизнь самоубийством. And I want to be part of the change instead of part of the problem. И я хочу быть частью решения проблем, а не частью проблемы. So in LZ7, we would fly anywhere. We'd come to Belarus, we'll go to New Zealand, we'll go to Australia, we'll go anywhere we can if it's just one person connects with Jesus. И вот мы, как группа LZ7, мы путешествуем по всему миру. Мы даже готовы лететь куда угодно. Есть только один человек, который готов следовать за Иисусом Христом. We'll put songs in the charts and go on MTV and the mainstream radio. So when you walk in, it builds a connection with these young people. И мы поэтому пытаемся создать очень качественную музыку, которая появляется на радио, которая появляется на телевидении, на MTV. И поэтому, когда молодые люди приходят на наши концерты, мы сразу можем соединиться с ними. Они нас знают, они знают, кто мы такие. Because there's one answer to life, and that is the fact that God sent His Son to die on a cross in our place so that we can have life to the full. Потому что есть только одно решение для всех проблем в нашей жизни. Одно решение – это Иисус Христос. Бог послал Своего Сына для того, чтобы Он понес наказание за наши грехи. Мы могли иметь прощение и жизнь. And that's our story. That's why we do what we do. Это Thank you so much наша for having история, это us. то, что мы делаем, почему мы делаем. Поэтому спасибо большое, что And вы we'll see you принимаете tonight at нас. church. Мы увидим вас вечером сегодня в церкви. Спасибо.